Здравствуйте, дамы и господа. Это вторая версия всеобъемлющего видео, в котором я расскажу о печи-ракете. Уже ее использую около года. Расскажу, что бы я хотел не изменить. И эти доработки будут очень полезными. Во-первых, топка. Топка горизонтальная. Ну, это лично мое мнение. Она намного лучше вертикальной. Почему? Во-первых, ты сюда можешь закинуть большие поленья. Они будут гореть минус 40. Ты можешь не подходить к печи-ракете. Приоткрыв дверьку. Вот так вот. Аккуратненько. Чуть-чуть буквально. Все этого поддува достаточно, чтобы там происходил медленный такой процесс горения. И все прекрасно работает. Отличие горизонтальной топки от вертикальной в том, что, допустим, если дрова в вертикальной топке закончились гореть, то желательно вот это отверстие чуть прикрыть, чтобы дым не начал идти или маленькие испарения, там угарный газ не начал подниматься вверх с горячим воздухом, потому что тяги может не хватить. Во всяком случае, у нас такая ситуация возникала, и это очень не нравилось. А вот что с горизонтальной топкой, этот момент полностью исключен. И растапливать ее также намного проще. Можно взять бумагу или мелкую щепу, у меня вот есть стружка, я ее использую. И небольшие щепки вот такого диаметра. Этого диаметра вполне достаточно. Вот открываем, вот так там все выглядит. Зольник я, кстати, вообще не чищу. Ну, зольник, не зольник, у меня просто там небольшая ямка, чтобы скапливался уголь, зола и так далее. Зола при больших температурах, она превращается вообще в чуть ли не пух такой, и вместе с огнем залетает туда и догорает вот в этом отсеке сгорания. И без проблем. Что я раньше думал, что здесь надо будет чистить постоянно, я вообще вот ни разу еще не чистил за этот год. Сколько весной подтапливал немного. Вот сейчас уже были холода, тоже топил. И ни разу я не чистил ее, не вынимал туда золу. Подлаживаем стружку. Чуть дровишек. И запаливаю. Чуть перекрою, чтобы огонь схватился и пошла тяга. Ну все, тяга уже пошла, вот видим, как она засасывает все. Но желательно сразу немного прикрывать, чтобы образовалась такая струя воздуха, которая разжигала огонь. Так, далее. Лежак у нас 11 метров. То есть, горизонтальный лежак. То есть, 11 метров можете спокойно строить, и тяга будет вполне хорошая. По поводу, как вы могли обратить, у меня здесь особо не приготовишь ничего. Единственное, что воду можно немного подогревать, в отличие от того, что если вы будете использовать бочку. Я бы сам хотел сюда поставить бочку вместо кирпичной кладки. Но бочки, к сожалению, у меня не было. Я что-то тоже нигде не нашел, где можно купить обычную бочку металлическую. И положил сюда наверх металлическую плиту, что, конечно, является большим минусом. Если ложить металлическую плиту, ее нужно брать толщиной хотя бы сантиметра и с такими большими ребрами жесткости, чтобы не противостояли изгибу плиты металлической во время нагревания. Лучше всего использовать не металлическую плиту, а обычный чугунный люк. Такой хороший чугунный люк. Наверх положили, у него уже есть и ребра жесткости, и он из чугуна, и не будет никуда изгибаться, деформировать, и тем самым не будет происходить разрушение вот этого раствора, который по контуру держит плиту. У меня немножко она трескается, и мне это очень не нравится. Вот еще вам покажу, как это все горит. Вот те дровишки, которые я засыпал. Сейчас мы находимся в строящемся саманном доме. Вот только как пару дней назад мы закончили ложить крышу. И следующим этапом строительства мы решили построить печь-ракету. Начало печи-ракеты будет находиться прямо вот здесь, где я стою. Топка будет с этой стороны. Дымоход будет проходить под скамьей, которая будет прямо вот здесь располагаться. Я здесь по ней хожу. Чертеж. В отличие от всех ракетных печей, которые, в принципе, большинство строят, мы не будем использовать бочку, а
построим сам реактор, сам этот котел, где будет происходить сгорание, из кирпичей. Все это дело накроем при помощи вот такого листа железа, 4 мм всего лишь толщиной, и под большими температурами его будет выгибать. Чтобы не выгибало, мы наварили вот ребра жесткости. Для укладки кирпичей будем использовать раствор из смеси глины и песка. Состав этого раствора 20-30% чистой глины, а все остальное песок. Еще одно отличие от всех печей, представленных в интернете и вообще, где вы можете это прочесть, топка у нас не будет вертикальная, поскольку мы уже строили такую одну печь-ракету, и эта вертикальная топка нам все не понравилась. Нужно очень маленькие дрова, очень узкие ложить туда, чтобы хорошо горело. А гораздо удобнее, русские люди все же, кидать хорошие такие поленья. И поэтому топка у нас будет не вертикальная, а горизонтальная. И чуть побольше в размере. Поскольку в доме еще будет положен пол высотой сантиметров 10. И дабы печка не находилась ниже уровня пола, мы ее поднимем на те же самые 10 сантиметров при помощи битого кирпича. Далее укладываем ровный пол под саму печь. Площадка для камеры сгорания и топки сформирована. Теперь мы можем приступить к самому возведению данных элементов печи. Построили внутреннюю трубу печи ракеты. Вот здесь будет у нас находиться топка, а здесь камера сгорания, где будет происходить основной процесс горения. Площадь этого прохода должна быть меньше, чем у всех остальных частей дымохода. Это нужно для того, чтобы улучшить тягу. И еще один момент. Длина вот этой камеры сгорания, у нас сейчас где-то сантиметров 20, она не должна превышать длину вот этой внутренней трубы. У нас эта внутренняя труба сейчас является метром. И следующий момент.
длина дымохода, который будет идти по полу, высчитывается по такой нетяжелой формуле, как 7 длин вот этой внутренней трубы. Поскольку у нас сейчас труба эта является от самого пола до самой макушки, является метр, следовательно, идеальная длина дымохода у нас должна быть 7 метров. Все, что больше, уже будет немножко затруднять сам процесс горения. Но это также будет зависеть от того, насколько у вас все гладко сделано, насколько углы у вас сглажены. Сейчас мы продолжим строить наружную стенку печи. Выложили внешнюю стенку печи и обратите внимание расстояние на высоту внутренней трубы и внешней стенки. Чем больше это будет расстояние, тем меньше будет нагреваться поверхность самой печи. Но в то же время, тем больше тепла будет уходить в саму скамью. И соответственно наоборот, чем меньше на расстоянии мы сделаем, тем больше будет происходить нагрев верхней плиты, но тем меньше будет уходить тепла в саму скамью. Так что смотрите, что вам надо. Если вам нужна только отопительная печь, тогда делайте с расстояния сантиметров 20. Если вы хотите еще что-нибудь приготовить, то, естественно, вот у меня, допустим, здесь расстояние где-то сантиметров 6-5. Сейчас будем ложить плиту. Раствор будем применять точно такой, как применяли для кладки, но с добавкой конского навоза, который укрепит саму смесь и не даст ей при нагревании растрескиваться.
поставили плиту и сделали часть топки. Она еще будет увеличена на пол кирпича в виде такой же арки. Дверька будет стоять где-то наполовину вот этой арки, для того, чтобы здесь организовать такое пространство для скопления дыма. Внизу, перед камерой сгорания, у нас также есть небольшое углубление для скапливания золы. Еще одно углубление обязательно нужно сделать также для скапливания золы из выхода печи в дымоход, который здесь будет проходить. Вот это отверстие. Здесь нужно будет предусмотреть выемной какой-то кирпич, или если у вас будет труба, то какое-то отверстие, чтобы можно было просунуть руку и выгребать отсюда золу скопившуюся. Еще вот это отверстие, которое из печи выходит в дымоход, оно должно быть хотя бы в 2 раза больше, чем отверстие в камере сгорания. Далее мы продолжим укладывать сам дымоход.
После того, когда печь построена, очень важный момент о дымоходе. Вот, дело в том, что первоначально мы не подняли трубу выше крыши. Вот видно, где конец крыши, вот где труба. И что происходило, когда дул юго-западный ветер, он упирался в стену, образовалось здесь давление. И это давление разряжалось вот в трубу, ну, частью этого давления. Печь ракета. Надо было на двери закрыть. У этого явления даже есть название – ветровой подпор. И этот ветровой подпор образуется со стороны здания, в которое, естественно, дует ветер, в области. Вот станем мы напротив дома, увидим самую высокую точку и 45 градусов от самой высокой точки и до земли. Вот это расстояние у дома будет с повышенным давлением. И, соответственно, если дымоход, любой дымоход, абсолютно любой печи будет находиться в этом промежутке, в этой области ветрового подпора, то будет возникать обратная тяга. Это даже нельзя назвать обратной тягой, а просто давление снаружи будет разряжаться прямо в дом. Потому что в доме будет давление гораздо ниже. А снаружи, получается, будет образовываться высокое давление. И, соответственно, проблема с обратной тягой в печи-ракете, как и в любой другой печи, была разрешена тем, что мы подняли дымоход выше области ветрового подпора. У меня еще были сомнения, что у самой печи не хватит силы, чтобы дым поднимать на эту высоту. Но как есть, так и есть. Все прекрасно работает. Но у нас есть первая печь, в которой дымоход не выведен выше крыши. Вот если мы поставим, ветровой подпор будет как раз вот появляться. Но почему здесь не происходит вот этого самого эффекта ветрового подпора? Дело в том, что домик очень маленький. Ветер просто его огибает со всех сторон. И если у вас такая же ситуация, домик у вас небольшой, вы там где-нибудь устали от города и хотите где-то построить небольшой домик в лесу, чтобы иногда туда приезжать и отдыхать, то вот на такой маленький домик можно дымоход не поднимать выше крыши. Обратная тяга также возникать не будет. И вот эта печь, вот так это все оформлено. То есть здесь можно лежать спокойно. И в этой печи топка также горизонтальная, но она немножко другой формы. Видите, здесь нету арки, а просто сложно на кирпичах. И вот это вот отверстие регулируется не при помощи дверки, а при помощи обычного кирпича. Конструкция. Поддувала вот сама дырка. Это логично. Просто так теперь не до конца закрывать. И козырек, чтобы дождь не попадал. Как дольмен. Нет. Дольмен цепла. Так всем будешь рассказывать. Вот я когда побывал на Возрождении, то решил построить топку в печи по принципу дольмена. Принцип дольмена. Но это высокая эффективность этой топки обеспечивает духи. Духом предков. Да. Что также удобный такой бюджетный вариант, кого не получается строить арку, можно вполне сделать вот такую вот топочку. В строительстве такой печи нет ничего сложного. Главное соблюсти, наверное, 3 основных правила. Это самая узкая часть дымохода, трубы у печи должна быть камера сгорания, которая находится сразу после топки. Второе. Это использовать хорошую плиту. Если не плиту, то чугунный люк, что вообще в идеале просто. Или использовать бочку. И третье условие. Дымоход, выход дымохода не должен находиться в зоне ветрового подпора. И да, я ни в коем случае не хочу сказать, что это лучшая печь для всех случаев жизни и так далее. Безусловно, русская старая печь, она гораздо функциональнее, гораздо
лучше для какой-то большой семьи, или вы хотите где-то построить огромный дом и жить там всей семьей, то, безусловно, стройте себе русскую печь, хорошую большую печь, в которой вы можете и готовить, и выпекать, и греться, и лежать на ней. Но, тем не менее, если у вас уже что-то внутри жует и хочется чего-то нового, то ракетная печь будет просто идеальный вариант. Во-первых, у нее также есть очень тепленький лежак, который можно во что угодно превратить. Или в диванчик, или подушек накидать будет тепленькое, или лежак. Вот этой ночью я даже спал уже на нем. Было очень приятно. Даже одеяло пришлось с себя снять, потому что снизу все подогревалось. Просто потрясающе. Ну а так, на ней воду ты не закипятишь, но достигнуть температуры 80 градусов вполне реально. Или поддерживать для чая воду горячей. Ну что ж, подписывайтесь на канал, если кто еще не подписан. Тут мы, как видите, строим дом из глины. Тоже такое альтернативное строительство. Ну и всем вам удачи встретиться в такой печи. Пока.